Но если рассматривать все публикации, которые существуют на тему комбинации эпидуральной анестезии с окситоцином, их не так уж много. И как Рановский обзор 2013 года показал, что на самом деле нет преимуществ между введением окситоцина вместе с эпидуральной анестезией и, наоборот, неиспользованием окситоцина. И так как я сказала, поскольку исследований очень-очень мало, мы не можем рекомендовать это рутинно. Мне кажется, здесь это как бы предпочтение врача и женщины, то есть нужно использовать окситоцин или нет. Ну и плюс, если это повторные роды, например, если есть история предыдущих родов, мы можем немножко учитывать и прогнозировать, значит, роды в какой-то степени. Трехкратное обвитие пуповины – это всегда, под знаком вопроса. Почему? Потому что это говорит о том, что длинная пуповина – это патологическая пуповина. Она сопровождается большим количеством различных пороков развития, осложнений в родах, гипоксии плода, также, значит, рядом других, то есть повреждение пуповины, отслойка плаценты. Поэтому нам нужно сначала разобраться, это действительно длинная пуповина или это ошибочное определение состояния пуповины, потому что на УЗИ плоскостном все, что видит, это 2D изображение, то есть плоскостное. И получается, что тень пуповины, иногда просто идет вот тень пуповины, может просто быть завитки пуповины и выглядеть как это вокруг шеи. Поэтому если подозревает длинную пуповину с обвитием, мы должны решить вопрос о том, действительно это так или нет. Можно делать объемные УЗИ, тогда 3D, 4D. Но вопрос как раз разрешения чаще всего пускается в роды, если состояние ребенка в норме. Чревато ли это какими-то негативными последствиями? Чревато. И, скажем, есть еще другой вариант кесарево сечения. Да, может быть предложено кесарево сечение. Особенно, если мы видим, что ребенок начинает страдать. Но в целом женщин пускают в рот. Вы знаете, бывают иногда такие вот случаи, что вроде бы кажется, что допустилась родовая деятельность. Поэтому если возникают схватки раньше срока, то есть раньше 37 недель, нужно съездить в больницу обязательно. Нужно сделать УЗИ, посмотреть состояние ребенка, состояние шейки матки, состояние плаценты, потому что при отслойке плаценты тоже может быть боль, причем она может быть постоянная, а может быть вот такая как бы периодическая. И дальше уже решать вопрос. Если все хорошо, боль прекратилась, все прекратилось, женщина может уйти домой, побыть еще дома, без всяких, говорится, страхов. Если мы видим какие-то отклонения, женщины могут предложить понаблюдаться в стационаре, там, например, сутки, или двое суток, или там, скажем, предложат родоразрешение, если что-то есть проблемное. Поэтому, да, такое может быть, не нужно сразу панику, нужно выяснить причину, от чего эта боль, приехать и посмотреть. Не только слабая родовая деятельность, мы боимся разрыва однорогой матки, потому что это дефект матки, атомический дефект, там может быть свои проблемы с мышечным сокращением и так далее. Поэтому мы следим за состоянием женщины, за ощущением боли. И, в принципе, можно ли стимулировать матку? В принципе, можно проводить стимуляцию, но очень осторожно. Поэтому я бы сказала, такие роды должны вестись очень опытным специалистом. Вот, и в случае, скажем, нарастания признаков разрыва, надрыва матки, тут сразу кесарево сечение. Поэтому роды можно проводить в развернутой операционной, то есть или она должна быть рядом развернута, потому что на тот случай, если нужно будет делать срочную операцию, то чтобы можно было женщину очень быстро отвести и сделать эту операцию. Дело в том, что тазы вообще не является показанием для кесарево сечения. Оно не является показанием. Однако 80% тазовых – это кесарево сечение. Почему? Потому что врачи не имеют навыков принимать роды или не хотят принимать роды в тазовом положении. Потому что ягодицы мягкие. Они не головка твердая, которая вот давит и фактически идет как продвигает вот этот путь для всего тела. А ягодицы этого делать не будут, поэтому и раскрытие идет слабее, и ребенок продвигается медленнее, и плюс другие нюансы. Поэтому вопрос в том, дело в том, что врач, вы уверены, не уверены. Тут врач решает, он может принимать такие роды и не может. Если он говорит, да, у меня есть опыт, навыки, я спокойно принимаю тазовые эти самые, и он оценивает, и он объясняет вам, почему он может воспринять эти роды, например, там такие-то размеры ребенка, доношенная беременность, не было никаких там противопоказаний раньше, то есть, имеется в виду, оценивать всю вашу ситуацию.
тогда окей, он берет на себя ответственность принятия родов. Но если врач говорит: "Да я не хочу принимать, что вы меня заставляете? Я не умею, я вообще не хочу с этим мараться. Вот, я лучше вам сделаю кесарево сечение", и он будет прав тоже, потому что он не имеет уверенности в себе. Он тоже не хочет брать на себя ответственность приема родов, в которых он, вечно будет бояться, что-то не так сделал, не так пойдет. И поэтому как раз, когда ВОЗ говорит, что надо тазовые роды принимать, скажем, больше естественно, далеко не все врачи-акушерки идут на это. Акушерки, по-моему, идут намного чаще, чем врачи. Вот. Потому что боятся.